Здравствуйте. Как часто мы говорим, что у нас не такие дети, что они в упор не хотят разделять наши взгляды. И вообще современная молодежь не патриоты, а вбить в голову патриотизм им практически невозможно. Вот-вот, именно вдолбить, а не привить. Мы, взрослые, часто не понимаем, что наши дети не такие, как мы, что они играют в жизнь до тех пор, пока не станут взрослыми. Я вам приведу всего один пример, как патриотическое воспитание сработало. Да так, что звон идет по всей Европе до сих пор. Смотрите на молодую поросль бандеровского движения, которую готовили в 2000-х годах. Мы никак не хотим признавать, что наши политические оппоненты нашли путь к сердцам наших детей. И нашли его потому, что искали, что играли с нашими детьми, когда мы им вдалбливали. Этот ролик кратко и по сути показывает, как они буквально воспитали наших детей, прямо с 10-12-летнего возраста. Берут и занимаются ими, пока нам некогда, пока мы заняты, как нам кажется, более важными делами. Результат их работы и есть живое подтверждение, что воспитать патриотизм в душах современной молодежи можно. Мы это все сегодня видим на Донбассе. Да, они принесли смерть и страдания, они убивают, но разве только они в этом виноваты? Вы думаете, воспитателям первых героев Советского Союза было легко? У них что, такие дети были? Прочтите педагогическую поэму Макаренко и поймете, что во многом ему было даже тяжелее, чем нам. Это мы можем воспользоваться его опытом, а он и такие, как он, нащупывали путь в потемках. Показать вам обратный пример? Как делать нельзя. Случай клинический, зато показательный. Знакомьтесь, это Наталья Ивановна Карачер, переселенка из Шахтерска, которая, по словам украинских СМИ, 1,5 года боролась у себя дома за идеалы украинской нации. Как она там боролась, мне непонятно, но если точно так же, и слава Украине! То удивительно, что она в Шахтерске могла этим заниматься целых 1,5 года. Теперь она борется за торжество украинского национализма в Краматорске. Причем борется так, что ей не нахвалятся ни местные власти, ни понаехавшие киевские. А между тем, результат ее работы прямо противоположный. Вот открытое письмо одного местного краматорского интернет-издания. Работая в школе номер 1, была освобождена через настойчивые просьбы родителей, даже бунты. Родители не позволяли детям идти в школу. Перед ее увольнением родителями был организован настоящий митинг, чтобы эта личность была освобождена. Потому что человек, который называет наших детей путинскими ублюдками, не может работать в школе. Конечно, если называть детей путинскими ублюдками, то патриотизм у них будет просто зашкаливать. Только противоположный. Не тот, которому учит Наталья Карачер. Если вы думаете, что я таким образом переживаю за бандеровскую Украину, то нет. Я просто хочу показать, до какого маразма больные на голову люди могут довести любую идею. Кстати, рвение Натальи Карачер было оценено. После ее увольнения из школы ее назначили инспектором ГРАНО. И теперь она вдалбливает патриотизм по всему Краматорску. Вернее, учит краматорчан ненавидеть. К сожалению, проблема неправильных детей есть везде, даже в России. Так говорят те, кто никак не может понять, что дети – это просто дети, даже когда играют во взрослых. Как только взрослые изменят свое отношение к воспитанию патриотизма у детей, так и настоящих патриотов у нас сразу станет больше. Как и правильных детей тоже. И тогда все у нас с вами будет хорошо. До свидания. Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять.